Приветствую, друзья! 22 августа в нашу прекрасную игру завезли новый класс Dragon Rider, что в переводе «Драконий всадник». Но перейдем к делу. Я, как добросовестный создатель гайдов, посидел, покумекал над классом и готов предоставить вам билд на Драконьего всадника. Перед началом ролика хочу попросить вас поставить лайк и подписаться на канал, ведь на моем канале выходит много полезных роликов, которые не только помогут новичкам, но и помогут освежить память вновь вернувшимся игрокам. К сожалению, YouTube отключил монетизацию, но вы можете поддержать меня и мой канал с помощью Donation Alerts. Ссылка будет в описании. Приготовьте чай, кофе, возьмите вкусняшки, на связи Нелла, и мы начинаем. Давайте немного поговорим о том, что представляет из себя Драконий всадник. Специализация воин-танк, боец ближнего боя с физическим уроном. Имеет два набора умений, отдельно для копья и отдельно сидя на драконе. Имеет хороший контроль, урон и выживаемость. Основными атрибутами является конституция, сила и ловкость. Стихия земля. Перейдем к настройке ядра. По традиции разберем две вариации: сбалансированную и с приоритетом на урон. Сбалансированная сборка направлена на стабильный урон и хорошую выживаемость. 9 камней огня, 5 камней земли, 2 камня ветра. Сборка на урон направлена на нанесение огромного урона, жертвуя выживаемостью. 9 камней огня, 5 камней ветра, 2 камня воды. Хочу отметить, если внимательно посмотреть умения данного класса, то вы увидите пассивное умение, в котором написано, что данный класс не может сократить перезарядку путем повышения КДР или повышения коэффициента КДР, но может получить бафы на КДР. Следовательно, нету смысла устанавливать более 2 камней воды, в данном случае они служат для повышения урона и пробоя. Теперь перейдем к самому интересному, к разбору билдов для ПВЕ и ПВП. Начнем с ПВЕ. И тут разберем вариант через всадника, преимущественный урон на драконе. Начнем с настройки крови. Выбираем неудержимого для увеличения времени действия призыва дракона. Ставим порыв ветра для сброса перезарядки умения драконьего рывка. Также выбираем лес копий для повышения урона с копья, но в основном выбираем из-за понижения физической защиты. Другие параметры больше подходят для ПВП. Они могут снять щиты из целей или обнаружить невидимых врагов. Последним выберем Вечный Сталкер. Пожертвуем вторым навыком Адского Ливня, но сократим перезарядку данного умения и повысим его урон на 50%. Теперь перейдем к родословной. Начнем с первой ветки. Она отвечает за урон умения от копья, и она нужна нам ради повышения урона умения и получения стаков силы души. Тут берем чистилище для повышения урона умения кара урагана и быструю тень для получения силы души, которая в свою очередь нужна для переключения на режим всадника. И последний здесь возьмем сильную тень для повышения урона умения ярость небес и удар цунами. Переходим ко второй ветви. Она отвечает за повышение урона от базовых атак, получение стаков силы души и повышение параметров выживаемости и нанесения урона. Здесь полностью прокачиваем первую и вторую линию. Первая линия повысит нашу физическую атаку и пробой. Также повысит урон умения приговор в зависимости от стаков силы души. Вторая же линия повысит нашу защиту и снизит получаемый урон. Также в конце, в зависимости от выбранного билда, нам будет доступен соответствующий навык. В данном случае нам доступен навык Морской Псалом. Он усилит эффекты повышения урона всадника. По возможности, если есть лишние очки, в третьей линии берем крик драконьей крови для получения стаков силы души. Перейдем к третьей ветке. Она нам и нужна для нанесения урона сидя на драконе. Вторую линию мы прокачиваем полностью, она повысит урон умения дракона, а также повысит урон от метаклейма дракона, накладываемым умением пламя адского дракона, для увеличения урона данного умения. Третью линию прокачиваем тоже полностью, она также повысит урон умений, но также даст нам возможность получить щит в зависимости от нашей физической атаки, а также возможность держать в контроле врагов. В первой линии, по возможности, если у вас есть лишние очки, нужно улучшить до конца. К сожалению, у меня еще низкий уровень и очистка улучшена не до конца, и у меня нет лишних очков для улучшения. Данная линия сократит перезарядку умения пламя адского дракона, также повысит урон от метаклейма дракона и снизит эффекты лечения врага. Все остальные очки мы пускаем на улучшение финального навыка Копье убийства для повышения наносимого урона. Переходим к ПВП настройке. Начнем с крови. Здесь выбираем лучи света. В ПВП, как мы знаем, важную роль играет контроль и выживаемость, поэтому билд Рыцаря Рая подойдет нам больше всего. Далее берем щит дракона. Из названия понятно, что получаем щит, но также и блок шансов 200% от физической атаки. Третьим берем разгром для увеличения урона умения драконий рывок и пожиратель.
Также драконий рывок снимает с цели щиты. Последним берем отчаянные звери для уменьшения щитов у цели, а также уменьшения значения любого другого щита на 20%. Переходим к родословной. Первую ветку мы качаем полностью, так как она отвечает за повышение урона умений копья, снижение главенства у цели, также добавляет умениям дополнительные эффекты в виде пробоя, увеличения урона по подконтрольным целям. Второй ветке мы обязательно берем в самом низу навык, прикрепленный к билду рыцаря рая. Он увеличит урон по подконтрольным целям на 25%. Вторую линию нужно прокачать полностью, она отвечает за повышение защиты и снижение урона. К сожалению, моих очков пока не хватает, но вам советую, так как последний навык линии повысит ваш урон, если ваше здоровье выше 50%, а если ниже, понизит по вам урон. В первой линии берем только навык для повышения физической атаки. В третьей же ветке мы прокачиваем первую линию полностью, так как два последних навыка в билде рыцаря рая даст дополнительный контроль в виде ужаса, а также снизит главенство у цели. И прокачиваем полностью третью линию, она повысит урон умения адского ливня и мощь преисподней. Также даст им эффект снятия главенства у цели и получения щита для себя. Последний навык даст 100% шанс оглушить цель. В вариантах для PvE билда будем использовать X гнев дракона, так как основной урон у нас идет от навыков дракона, и это поспособствует сильному повышению урона умений. В PvP X склеп, он усилит умение копья, снизив их перезарядку. Также в поле действия данного X у цели снижится эффект лечения, а нахождение более 3 секунд заблокирует лечение полностью в течение 3 секунд. Перезарядка данного эффекта 60 секунд. На этом разбор драконьего всадника подходит к концу. Я благодарю, что вы досмотрели ролик до конца. Я напоминаю, что вы можете поддержать ролик лайком и подпиской на канал. Также поддержать канал можно чеканной монетой. Ссылка на Donation Alerts будет в описании. До скорых встреч. Пока.